Всем здоровки, с вами Макао. Сегодня мы разберем, как сделать идеальную игровую адаптацию, что нужно, чтобы передать дух оригинала, как сделать так, чтобы старые фанаты бежали от восторга, а новички побежали смотреть фильмы. Идеальный пример — Индиана Джонс. Шляпа, хлыст, древние артефакты, загадки и, конечно же, нацисты. Куда же без них? Мы будем говорить через призму новой игры от Machine Games. Вспомним прошлые адаптации и вернемся к истокам, культовым фильмам. Я, конечно же, прошел Great Circle, и скажу честно, это не просто игра по мотивам, а потерянный фильм 80-х. Никаких Шайя Лабафов с хрустальными черепами, только чистая атмосфера приключений. Устраивайтесь поудобнее, мы отправляемся в путешествие по Великому Кругу. Начнем с того, что для хорошей игровой адаптации первоисточник должен быть не просто качественным, но и достаточно популярным. И здесь у Индианы Джонса полный порядок. Он один из тех персонажей, который глубоко вплетен в современную поп-культуру. Поверь мне. Создан он был двумя мечтателями, настоящими детьми Голливуда, Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом. Вернее, сам персонаж — это идея Лукаса, который вдохновлялся приключенческими фильмами своего детства и Джеймсом Бондом, а Спилберг уже перенес его на экран, придав тот самый культовый образ. Предпроизводство было весьма интересным. Инди мог получить лицо Тома Селлека, а его фамилия вообще должна была быть Смит. Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего? Но судьба распорядилась иначе, и теперь в наших сердцах Индиана Джонс навсегда ассоциируется с Харрисоном Фордом. На его счету 5 полнометражных фильмов про легендарного искателя сокровищ, а также эпизодические появления в сериале про молодого Инди. А вот священная реликвия моего прошлого. Эти фильмы задали стандарты жанра и породили бесчисленные подражания. Скажи, как ты решила стать Индианой Джонсом? Но что делает их такими культовыми? Дело не в годах, а в пробеге. Фильмы идеально сбалансировали дух приключений, юмор, харизматичных персонажей и запоминающиеся сцены. Чего только стоит автограф Гитлера в последнем крестовом походе. Адольф Гитлер. Или сцена побега от индейцев в поисках утраченного ковчега, которую позже позаимствовали пираты Карибского моря. Каждый фильм — это микс экшена, загадок, исторических артефактов и смертельных ловушек. А сам Инди не классический герой, а скорее антигерой. У него есть свои недостатки, он не всегда поступает правильно, и именно это делает его живым и интересным. И не называй меня младшей. Что ты натворил? К тому же, если посмотреть документальные фильмы о создании франшизы, можно увидеть, как много удовольствия команда получала от работы. Они не просто снимали кино, они искренне наслаждались процессом, экспериментировали и, самое главное, любили созданных персонажей. Уверен, я буду заниматься этим еще пару лет. Первый фильм «В поисках утраченного ковчега» сразу же задал тон всей серии. Он взял лучшее из приключенческих фильмов прошлого, добавил харизму Харрисона Форда и напряженные экшн-сцены, которые до сих пор копируют современные фильмы. Индиана — это не непобедимый супергерой, а профессор археологии, который больше полагается на смекалку, чем на грубую силу. Храм судьбы сделал шаг в сторону мрачности, но от этого не потерял дух приключений. Нет, спасибо. Я больше не хочу приключений, доктор Джонс. Дорогая, это после всего, что мы пережили вместе.
Последний крестовый поход добавил отца Инди, Доктор Джонс. которого блестяще сыграл Шон Коннери. Эти 3 фильма сформировали золотую эпоху Индианы Джонса. А потом, спустя почти 20 лет, вышли Королевство Хрустального Черепа и Колесо Судьбы. Но как ни крути, именно трилогия 80-х задала эталон приключенческого кино. Ну что, Джонс, вы готовы войти в историю? И признаюсь, я обожаю фильмы 80-х, поэтому, конечно, немного предвзят к этому персонажу. Популярность франшизы сделала Индиану Джонса идеальным кандидатом для видеоигровых адаптаций. И, разумеется, разработчики не упустили шанс перенести легендарного археолога в цифровой мир. Но вот вопрос, когда и как впервые попытались превратить Инди в игрового персонажа? Какие игры смогли передать дух фильмов, а какие остались просто бледными подражаниями? Давайте разберемся, как Инди прошел свой путь в мире видеоигр. Как только Индиана Джонс стал культовым феноменом, было очевидно, что его приключения выйдут далеко за рамки кино. И в 80-е, когда индустрия видеоигр только начинала набирать обороты, разработчики не могли упустить шанс перенести легендарного археолога в виртуальный мир. Первые попытки адаптации были далеки от современных экшенов. Первая официальная игра по Индиане Джонсу вышла в 1982 году на Atari 2600 и называлась Riders of the Lost Ark. Это была довольно примитивная, но в то же время амбициозная попытка воссоздать атмосферу фильма. В игре использовались элементы исследования, сбора предметов и решения головоломок, что для того времени уже было чем-то большим, чем просто аркада. Затем последовала Индиана Джонс and the Temple of Doom 1985, основанная на втором фильме. Она вышла сначала в аркадных автоматах, а затем была портирована на домашние платформы. В отличие от Riders of the Lost Ark, здесь уже был привычный платформенный геймплей. Инди бегал, прыгал, использовал хлыст и спасал детей из лап тугов. Но из-за ограничений технологий того времени игра не могла передать всю атмосферу фильма. Но, пожалуй, по-настоящему важным моментом для игровой серии стала Индиана Джонс and the Last Crusade 1989. В этом году Lucasfilm Games, будущая LucasArts, выпустила сразу 2 разные игры по последнему крестовому походу: платформер и графический квест. И вот квестовая версия действительно заслуживает внимания. В ней были диалоги, нелинейные решения, возможность проходить игру разными способами. Да, это было больше похоже на Monkey Island с Индианой Джонсом, чем на экшен, но игра передавала дух приключений гораздо лучше своих предшественников. Многие сцены специально для игры придумали режиссеры Стивен Спилберг и Джордж Лукас, что делает ее еще более интересной. И, конечно же, после успеха квеста The Last Crusade, студия решила сделать свой оригинальный сюжет для Индианы Джонса. Так, в 1992 году появилась Индиана Джонс and the Fate of Atlantis, одна из самых культовых и любимых игр про Инди. Многие фанаты считают ее настоящей 4-й частью серии, ведь игра предлагала совершенно новую историю, достойную полноценного фильма. Сюжет отправлял Инди на поиски затерянной Атлантиды, и на пути ему встречалась не только нацистская угроза, но и массы тайных головоломок. В игре было несколько путей прохождения, что делало каждое новое приключение уникальным. После успеха Fate of Atlantis, LucasArts попытались вернуть Инди в формат экшена, но 3D-графика 90-х все еще была слишком сырой для этого, чтобы передать зрелищность фильмов. Лишь в начале 2000-х вышли действительно достойные игры, такие как Индиана Джонс и Адская машина и Индиана Джонс и Гробница Императора. Они уже напоминали Tomb Raider, но с характерными особенностями Инди. Больше рукопашного боя, хлыст как важный элемент геймплея и более киношная подача сюжета. Однако после 2003 года игровые адаптации Индиана Джонса практически исчезли. Были лего-версии и отмененный проект Индиана Джонс and the Staff of Kings, но который таки потом вышел на PS2 и Wii. Но по-настоящему масштабной игры не выходило почти 20 лет до
Индиана Джонс and the Great Circle. И вот тут возникает вопрос. Почему эта игра смогла передать дух оригинальной франшизы лучше всех предыдущих? Что Machine Games сделали такого, чего не удавалось даже самим LucasArts? Давайте разберемся. Ну что ж, начнем с того, что Индиана Джонс и Великий Круг сразу выделяется на фоне своих предшественников благодаря современным технологиям. Игра выглядит на голову выше старых игр. Графика, детализация, все на уровне. Но мы ведь с вами не из тех, кто судит игру только по картинке, правда? Гораздо важнее, что разработчики из Machine Games, как они сами признались, вдохновлялись оригинальной трилогией 80-х. Особенно их захватил первый фильм. Они буквально разобрали по кадрам мимику, жесты и движения Харрисона Форда. И знаете что? Это сработало. Они не просто сделали красивую игру, а попали прямо в сердечко фанатов классики. За такое хочется снять шляпу перед ними. Machine Games постарались передать манеру инди двигаться, говорить и взаимодействовать с миром, чтобы он ощущался не просто как игровой персонаж, а как тот самый герой, которого мы знаем и любим. Даже в мелочах, вроде того, как он поправляет шляпу, выбирается из завалов или неуклюже совершает рискованные прыжки, чувствуется дух киношного инди. Кроме того, разработчики уделили огромное внимание локациям. Они не просто декорации, а полноценные живые пространства, наполненные деталями, загадками и ловушками, идеально вписывающимися в эстетику классических фильмов. Действие охватывает почти весь земной шар, а каждая крупная локация разительно отличается от других, меняя не только визуальный стиль, но и сам геймплей. Что удивительно, даже побочные задания не ощущаются лишними, они настолько плавно вплетены в сюжет, что ты не просто выполняешь сайд-квест, а реально исследуешь мир, получая удовольствие от процесса. Да, чаще всего это что-то найти или куда-то пробраться, но они сделаны настолько качественно, что отторжения не возникает. Единственный момент, который меня задушил — джунгли, где приходилось специально гриндить золото для покупки сюжетного предмета. Но в основном проблем с открытым миром не возникло. Он здесь в целом уместный и проработанный. С первых трейлеров мне вид от первого лица казался странным выбором для Индианы Джонса. Но черт возьми, Machine Games сделали его настолько круто, что ты реально ощущаешь себя знаменитым искателем сокровищ. Геймплей в целом стелсовый, но огнестрельное оружие в игре есть. Правда, признаюсь, я редко вступал в открытые перестрелки. Проходить по стелсу было куда интересней. Разработчики сами говорили, что именно этот стиль прохождения они и задумывали, потому что он больше соответствует киношному образу персонажа. Боже, да я когда поднимал автомат, чаще использовал его как дубинку для нейтрализации врагов. Постановка кат-сцен просто на запредельном уровне. Каждая сцена дарит огромное количество эмоций. Единственный их минус в том, что попкорна не хватает, чтобы наслаждаться ими как настоящим фильмом. Напомню, что игру создавали при поддержке Lucasfilm Games, а продюсером был сам Тодд Говард. В плане кинематографичности кат-сцен тут полный порядок. Шикарная режиссура, мощная динамика и тот самый фирменный юмор оригинальной трилогии. Немного детский, да, слегка абсурдный, но такой родной. Конечно, не обошлось и без пасхалок на фильмы, но тут я лучше порекомендую посмотреть это видео, где они все собраны. Оставлю ссылочку в описании. Расскажу лишь про свою любимую. Возможно, это и не пасхалка вовсе, но когда я увидел этот момент, мне сразу вспомнилась сцена из первой части. Действие происходит в Японии. Перед тобой стоит пилот-самурай с мечом. Играет напряженная музыка. Напряжение нарастает. Вот-вот будет эпичный поединок. Why'd you have to do that? Но вы поняли, на что это отсылка. В этот момент я как ребенок просто засмеялся в голос. Отдельно хочется поговорить про актеров. Главный злодей, Воз, сыгранный Мариусом Гаврилисом, получился просто эталонным немецким антагонистом в духе классических фильмов про Индиану. Каждое его появление на экране вызывало улыбку и предвкушение, потому что было понятно, что он опять сейчас выкинет что-то, ну скажем, экстравагантное. У него просто сумасшедшая отрицательная харизма. Особенно забавно наблюдать за его взаимодействием с полковником
полковником Гансом, который вроде бы должен за ним следить, но в итоге сам под него прогибается. Ihren peinlichen Versuch, Dominanz zu zeigen, zu unterstreichen. Спутницей Инди в этой игре является Джина, сыгранная Алессандрой Мастронарди. Она просто восхитительна. Очень напоминает Мэриан из первой части фильмов. Тоже сильный женский персонаж, но без перегибов в повестку и мэрисьюшности. It was absolutely the hardest job that I've ever had to do. Ну и, конечно же, Трой Бейкер. Я не понимаю, как он это сделал, но этот человек не просто сыграл Индиану Джонса, он стал им. Его голос, движение, мимика, все это стало естественным продолжением персонажа. Особенно поражает, насколько точно он передал голос Харрисона Форда. Это не просто подражание, он уловил интонации, ритм речи, характерные паузы и даже фирменную хрипотцу, благодаря чему ты действительно слышишь Индиану Джонса, а не актера, который пытается его сыграть. Есть отличное интервью, где Бейкер рассказывает о своей работе над ролью. Ссылку я также оставлю в комментариях. И если вкратце, это была одна из самых сложных ролей в его карьере, но он справился блестяще. Даже сам Харрисон Форд, который раньше говорил, что Индиану Джонса может сыграть только он, публично похвалил игру Бейкера. Так почему же эта игра вызывает столько эмоций? Да, все просто. Если посмотреть дневники разработчиков и их интервью, сразу становится ясно, с какой любовью они подходили к созданию игры. Каждый член команды говорил, что горд тем, что участвовал в проекте, и это ощущается в каждой детали. Machine Games не просто сделали игру по лицензии, они бережно перенесли Индиану Джонса в интерактивный формат, сохранив его дух, атмосферу и уникальный стиль. Это больше, чем просто приключенческий экшен. Это настоящий киноаттракцион, который не пытается эксплуатировать ностальгию, а действительно дополняет и расширяет наследие легендарной франшизы. Это игра, сделанная фанатами для фанатов. Именно поэтому она вызывает столько эмоций. В итоге я получил не просто отличную игру, а настоящую историю про Индиану Джонса. В отличие от, на мой взгляд, ненужных продолжений, где нам показывают постаревшего искателя приключений, здесь я ощутил новую главу любимой трилогии с молодым и харизматичным Инди. Честно говоря, мне больно видеть, что пиковый онлайн в Steam составил всего 8000 человек, но не стоит забывать, что игра выходила в Game Pass, а официальные цифры продаж плюс-минус неизвестны. А по словам генерального директора Microsoft, в нее уже сыграло более 4 миллионов человек. Плюс на профильных ресурсах оценки у игры, мягко говоря, выше среднего. И самое приятное, по слухам, Disney уже заказали сиквел. Это отличная новость. Но все же мне кажется, что этот шедевр прошел мимо слишком многих игроков, несмотря на все маркетинговые заявления. Кстати, пока искал информацию, интервью, заметил, что многие после прохождения впервые посмотрели оригинальные фильмы 80-х. И я им даже немного завидую. А если вы их еще не видели, настоятельно рекомендую. Ну а если уже играли или смотрели, пишите в комментариях, обсудим. Будет интересно. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Это действительно важно. Будем на связи.